Приветствую вас, зрители моего канала. Я вам рассказывал уже много о технике с торговой маркой Retevis, различных радиостанциях и антеннах, а в этот раз расскажу о ретрансляторе Retevis. RT97 – это полноценный дуплексный ретранслятор, выполненный в небольшом размере, как мобильное, можно сказать, переносное устройство. Но прежде чем я расскажу о том, что такое ретранслятор Retevis RT97, я скажу несколько слов о том, что такое ретрансляторы вообще и какие они бывают. В радиосвязи ретранслятор – это такое устройство, которое принимает сигнал из эфира и передает его, опять-таки, в эфир. Самый настоящий полноценный ретранслятор принимает сигнал в эфире на одной частоте и передает его опять в эфир на другой частоте одновременно с тем, как принимает, без внесения какой бы то ни было задержки в сигнал. Такой ретранслятор называется дуплексным, он содержит в себе один приемник и один передатчик. Все то, что принимает приемник на своей частоте, передает в эфир передатчик на своей частоте. Соответственно, такой ретранслятор должен содержать в себе некие устройства фильтрации, которые позволяют работать приемнику при одновременно включенном на передачу передатчике. Чаще всего приемник и передатчик работают в одном диапазоне частот с каким-то небольшим разносом. И вот фильтр должен обеспечивать работу приемника так, чтобы передатчик, собственно, ему не мешал. Ну и, собственно, сам приемник должен быть с достаточно неплохими характеристиками, чтобы в таких условиях работать. Еще бывают ретрансляторы междиапазонные. В этом случае приемник принимает сигнал на одном диапазоне, а передатчик передает на другом диапазоне. И, соответственно, фильтрующие свойства какого-то дуплексного фильтра для такого ретранслятора становятся гораздо проще, так как разнос частот очень большой, иногда он даже в несколько раз, например, на 145 МГц приема на 430 передачи. В 3 раза частота отличается. И бывают еще ретрансляторы попугаи. Это устройство, которое принимает сигнал на одной частоте, записывает его в память, а потом, после того, как сигнал завершается, оно воспроизводит его из памяти опять на этой же частоте. Самый простой способ, так скажем, ретранслятор для бедных. При этом не нужен никакой дуплексный фильтр, нужна одна только радиостанция и устройство записи, которое записывает и воспроизводит звук. Таким ретранслятором пользоваться очень неудобно, так как пока все, что мы с вами говорим в эфир, ретранслятор это записывает, и ваш корреспондент вас не слышит вообще. А потом вы сами себя слышите в эфире, все, что вы говорили, повторяет попугай, и вас слышат все остальные корреспонденты. Получается, что время на радиообмен затрачивается в 2 раза больше. В общем, пользоваться этим неудобно. Обычно такие ретрансляторы используют только радиолюбители и для каких-то экспериментов, чтобы, например, оставить такой ретранслятор дома или где-то и отойти от него, проверить связь, записаться, как себя слышно. А во всей остальной радиосвязи, особенно в профессиональной, применяются только дуплексные ретрансляторы. И вот Retevis RT97, несмотря на то, что он такой вот маленький и, можно сказать, мобильный, даже с ручкой для переноски, это полноценный дуплексный ретранслятор, причем содержащий внутри себя вот в этом корпусе не только ретранслятор, приемник и передатчик, но и дуплексный фильтр. Что представляет из себя это устройство, ретранслятор RT97? Вот такая вот коробка в металлическом корпусе с ребрами. Ребра нужны и как ребра жесткости, и как ребра радиатора для охлаждения. Хотя греется он не сильно. На нем есть 2 разъема. Разъем для подключения антенны, одной антенны. Это антенна и приемная, и передающая одновременно. И разъем для подключения источника питания. Разъем GX16, 4-контактный. Питание у этого ретранслятора может быть любое от 12 до 24 вольт. В нем есть встроенный преобразователь напряжения, стабилизатор, который позволяет ему работать от любого из этих напряжений. В комплекте с этим ретранслятором есть вот такой вот блок питания, адаптер для питания его от сети 220 вольт, соответственно, имеющий такой же разъем GX16 4-контактный. Поэтому можно, приобретя такой ретранслятор, его подключить сразу к сети и пользоваться им. Не нужно никаких блоков питания. При использовании его в автомобиле можно применять вот такой вот переходник для запитки от прикуривателя для питания от 12 вольт в автомобиле. Либо можно сделать свой какой-то кабель с разъемом GX16 и подать на него любое напряжение от аккумулятора 12 вольт или 24. Продается несколько вариантов, несколько модификаций такого ретранслятора на диапазон VHF, на диапазон UHF с заранее запрограммированными какими-то каналами или с каналами, запрограммированными по выбору пользователя. То есть есть несколько вариантов. Можно заказать нужные вам частоты, их запрограммируют в приемопередатчик и настроить под эти частоты дуплексный фильтр, что немаловажно. Либо можно купить уже готовый ретранслятор с какими-то готовыми частотами, если они вас устраивают.
В памяти этого устройства хранится информация о 16 каналах. На передней панели есть две кнопки для переключения канала вверх и вниз. Мы просто переключаем номер канала, и каждому каналу соответствует у нас приемная частота и передающая. На дисплее вот здесь вот на передней панели отображается одновременно и та, и другая частота, и приемная, и передающая. Также каждому каналу еще соответствует, естественно, субтон приема и субтон передачи. Все эти параметры можно менять с помощью софта, который свободно скачивается с сайта Retevis. В комплекте с ретранслятором также может быть вот такой вот кабель для программирования USB. Один конец включается в USB, другой конец, соответственно, тоже имеет разъем GX16 и подключается к ретранслятору. Место источника питания. При таком подключении ретранслятор, естественно, не работает. От 5 вольт USB питается только процессор для того, чтобы перепрограммировать в нем настройки, частоты каналов и прочие параметры. И от USB, конечно же, он не питается и не работает. Выходная мощность передатчика 10 Вт заявлена. 10 Вт имеет, собственно, сам передатчик, усилитель выходной, и немного эта мощность теряется на дуплексном фильтре. С помощью программного обеспечения можно поменять все частоты каналов, всех 16, и приема, и передачи каждого канала, и субтон приема, субтон передачи. Включить полную или пониженную мощность. Полная, еще раз повторю, 10 Вт, пониженная, соответственно, около 1 Вт. И также можно другие параметры поменять, например, длительность так называемого хвоста, то есть когда шумоподавитель в ретрансляторе закрывается, передатчик излучает несущий еще какое-то время. Соответственно, вот этот параметр можно поменять. Можно поменять порог срабатывания шумоподавителя приемника, ну и еще несколько менее важных параметров. Очень важно понимать, что если вы перепрограммируете частоты приемника и передатчика этого ретранслятора, то нужно в соответствии с этими частотами настроить и дуплексный фильтр, который расположен внутри корпуса этого ретранслятора. То есть очень важно, чтобы дуплексный фильтр был настроен именно на ваши частоты приема и передачи. Иначе этот ретранслятор вообще не будет работать. То есть если вы приобрели такой ретранслятор, и у него записаны уже какие-то частоты, и под них настроен дуплексный фильтр, то вы частоты можете поменять только в небольших пределах, несколько десятков или сотен килогерц, но не больше того, так как дуплексный фильтр достаточно узкополосный. Свяжусь сейчас с носимой радиостанцией через этот ретранслятор с человеком, который тоже будет работать с носимой радиостанцией. В качестве антенны к ретранслятору подключен дискоконус DA3200 на крыше здания. Источник питания, штатный, комплектный адаптер, блок питания. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. R3T IJB, R3T LB, проверка связи через ретранслятор. Как меня слышно, прием. R3T LB, R3T IJB. Понимаю тебя отлично через ретранслятор, 9 баллов. Да, я тебя тоже прекрасно слышу. Я сейчас с FT70, носимая станция с разносом частот. У тебя какой радиоприем? У меня сейчас Басенг 1701, и мощность выходная тут самая низкая. Да, у меня тоже минимальная. Ну все, нормально тебя слышно. Ладно, спасибо, пока на приеме. Да, принято, тоже на приеме. Вот человек даже с китайской радиостанцией связался. Органов управления на корпусе этого ретранслятора никаких больше нет. Есть только две кнопки вверх и вниз, которые переключают каналы. Номер канала, выбранный вами, естественно, запоминается при отключении источника питания. Также еще каждую из этих кнопок можно нажать и удерживать, и тогда у них включится вторая функция. У кнопочки, расположенной справа, вторая функция – это блокировка этих самых кнопок. То есть, если мы ее нажмем и поддержим, загорится символ ключика, и кнопки эти перестанут у нас нажиматься, случайно мы с вами не собьем номер канала. Выключается блокировка точно так же. Еще раз нажать, подержать эту кнопку. Левую кнопку, если мы нажмем и подержим, то на индикаторе отобразится субтон приема и субтон передачи, соответствующий выбранному нами сейчас каналу. То есть это просто просмотр к выбранному каналу, какие включены субтоны приема и передачи. Напомню, что частота приема и передачи отображается просто так. При выборе номера канала не нужно ничего нажимать, сразу видно, какие частоты. Никаких других органов управления нет, даже нет выключателя питания. То есть, если сюда подано питание на разъем входной GX16 этого ретранслятора, то он сразу работает, он сразу выполняет функцию ретрансляции. Ничего в нем не нужно настраивать, ничего не нужно включать. Подали питание, и он сразу работает. На корпусе есть вот такая вот ручка для переноски в виде ремешка.
В общем-то, удобно, что она есть, так как других никаких ручек на корпусе нет, и за что-то его брать нужно для переноски. Весит он 2 килограмма, это, конечно, немного, но и немало. Выполнен он полностью из металла, металлический корпус, очень прочный. Я практически уверен, что если я положу на землю и на него наступлю ногой, то ему ничего не будет, если я не буду прыгать, я не знаю, на дисплее или на кнопках. Корпус сам точно выдержит. Можно его рассматривать как мобильное устройство, где-то его использовать на каком-то длительном выезде в поля, полевом лагере или каком-то пикнике. Можно его использовать и стационарно, установив его где-то, подключив к нему сетевой источник питания. Можно его закрепить, я не знаю, например, на дереве или на каком-то столбе и установить антенну непосредственно на сам этот разъем антенной, так как корпус ретранслятора достаточно прочный и пыли влагозащищенный. По периметру корпуса расположена уплотнительная прокладка резиновая. И вторая еще уплотнительная прокладка есть для того, чтобы обеспечить электрический контакт между половинками корпуса. Конечно, корпус этот не полностью герметичный, и погружать его под воду не следует, и оставлять надолго работать под дождем тоже не следует. Но на какое-то небольшое время, на время проведения какого-то мероприятия, можно даже его использовать вот так вот под открытым небом. Я думаю, что с ним ничего не будет и во время какого-то небольшого дождика. Но если его устанавливать на постоянную работу куда-то надолго, на многие дни, месяцы или годы, то, конечно, нужно его разместить в каком-то закрытом уже шкафу или в помещении. В комплекте с ретранслятором есть вот такая вот инструкция на английском языке, в которой описаны основные все параметры и возможности этого ретранслятора. Но, в общем-то, разобраться с ним несложно. Главное понимать, что есть входная частота, то есть частота, на которой ретранслятор принимает, и выходная частота, на которой ретранслятор передает. Вообще, когда записываются частоты ретрансляторов в каком-то сообщении, в каком-то документе или на странице в интернет, то принято обозначать входная и выходная частота или частота приема и передачи применительно к ретранслятору. То есть, если написано приемная частота 435 МГц, а передающая 440, то приемная – это та, на которой ретранслятор принимает. И если вы будете записывать в свою радиостанцию эти частоты, то нужно записать приемную частоту в частоту передачи в радиостанции, так как приемные и передающие частоты ретранслятора, конечно же, имеется в виду применительно к ретранслятору. Корпус этого ретранслятора раскрывается как книжка. Вот эта вот верхняя часть корпуса открывается на петлях, на шарнире, и мы видим с вами, что расположено внутри. Для того, чтобы это сделать, нужно отвинтить 4 достаточно крупных винта с помощью шестигранной отвертки. Что мы с вами видим внутри этого ретранслятора? Большую часть корпуса занимает дуплексный фильтр, и это неудивительно. Дуплексный фильтр – вещь крупная. В данном случае это фильтр на 430 МГц, вообще моя версия ретранслятора на 430 МГц. И, соответственно, записаны у меня частоты внизу и вверху любительского диапазона, как приемные и передающие. Дуплексный фильтр представляет из себя 6 банок, то есть комбинацию приемного и передающего фильтра. 3 банки на прием, 3 банки на передачу. Все эти банки, то есть резонаторы, работают как режекторы, то есть это не полосовой фильтр. Не приемная, не передающая его часть, не полосовой фильтр, а это режекторный фильтр. Соответственно, та половина, те 3 резонатора, 3 банки фильтра, которые работают для приемника, они максимально ослабляют сигнал на частоте собственного передатчика, то есть они являются режекторным фильтром для передатчика. А те 3 резонатора, которые работают для передатчика, они максимально ослабляют сигнал на частоте приемника. Для чего это нужно? Для того, что если передатчик какие-то паразитные шумовые сигналы какие-то передает на частоте приемника, то чтобы они максимально ослабились. АЧХ этого фильтра выглядит следующим образом на анализаторе. Соответственно, можно посмотреть и одну половину, и другую, и приемную, и передающую. Видно, что ослабление в полосе пропускания есть у этого фильтра достаточно заметное, порядка 2 с небольшим децибел, и, соответственно, очень большое ослабление в полосе задержания. Что еще внутри этого ретранслятора мы наблюдаем? Плата управления с 2 кнопками и дисплеем. Вот она здесь на верхней крышке. От нее идет кабель, соответственно, уже в основную часть ретранслятора. Есть небольшая плата блока питания, которая расположена сразу рядом с входным разъемом, с разъемом питания. Видно, что на ней расположен импульсный преобразователь. Не зря такой широкий диапазон питающих напряжений у ретранслятора от 12 до 24 вольт. Я думаю, что этот стабилизатор формирует какое-то напряжение, например, 8 или 9 вольт, и от него уже питается вся схема. И, соответственно, режим стабилизации такой, что можно и 12, и 15, и 20, и 24 вольта подать. Вот. Также здесь видно металлический
корпус полностью закрытый, в котором расположен, собственно, сам прием-передатчик. На нем два SMA разъема, прием и передача, которые подключены к дуплексному фильтру. В общем-то, ничего больше тут нет. Компонентов очень немного внутри ретранслятора. Но сделано все очень неплохо, я бы сказал. Корпус сам очень прочный, фильтр дуплексный маленький, конечно, но все равно это настоящий дуплексный фильтр, выполненный на спиральных резонаторах. И сам прием-передатчик в металлическом корпусе, внутри которого расположена одна печатная плата. К сожалению, на внешней стороне этой платы компонентов очень мало, есть только микросхема контроллера и транзистор-усилитель мощности. Остальные все элементы расположены с обратной стороны, которую мы не видим, сняв просто экран с этого модуля, с этого блока. Судя по размерам этой платы, по количеству компонентов, так скажем, я думаю, что приемник, конечно же, здесь не супер гетеродин, а сделан на какой-то одной микросхеме. Но так как ретранслятор этот работает с таким маленьким дуплексным фильтром, неплохо, и собственный передатчик не мешает собственному приемнику, то есть надежда, что микросхема это не такая плохая, как в большинстве переносных дешевых китайских радиостанциях. Ретранслятор этот предназначен для ретрансляции только лишь аналоговых сигналов, то есть для работы с цифровыми сигналами он не предназначен. Почему-то вот здесь вот на корпусе, на металлическом, сделана такая надпись Line Amplifier, которая никакого отношения к ретранслятору не имеет. Либо этот корпус универсальный, используется еще и для линейных усилителей каких-то, а в данном случае применен для ретранслятора. Есть вот здесь вот такие заглушки, которые закрывают отверстия, в которых могут быть установлены и другие какие-то разъемы, так что вполне возможно, что корпус этот универсальный. Ну, либо просто кто-то не знает, что эта надпись означает. Мне понравилось, что этот ретранслятор выполнен именно как мобильное устройство, а не как стационарное. То есть, во-первых, корпус у него очень сильно защищен от каких-то внешних воздействий, не только от пыли и влаги, но и от механических воздействий. Я практически уверен, что если я этот блок этого ретранслятора положу куда-то в сумку с другими вещами или в багажник автомобиля, то ему ничего не будет. Максимум, что будет, это какие-то царапины на краске, которые, в общем-то, на работоспособность его никак не влияют. И его удобно использовать где-то в полевых условиях, как временный ретранслятор для работы во время какого-то мероприятия, которое происходит в полях ограниченное время. Удобно то, что потребляет он в режиме приема очень немного. Ток потребления его 70 мА в дежурном режиме, когда не происходит ретрансляция, когда ретранслятор ждет появления сигнала в эфире. И поэтому можно его использовать с питанием от какой-то аккумуляторной батареи или батареи большой емкости, или батареи, которая подзаряжается, например, от солнечных батарей. То есть ретранслятор именно удобен для мобильного использования. В режиме передачи он потребляет около 2 с небольшим ампер от напряжения 12 вольт. При питании от напряжения 24 вольта токи, соответственно, будут меньше. Можно, конечно, с успехом его использовать и как стационарный ретранслятор, разместив, например, на чердаке какого-то здания или на крыше в защищенном, закрытом ящике, который бы обеспечил влагозащиту, но не более того, так как сам корпус этого ретранслятора уже достаточно защищенный. И можно его использовать и в полях. Я думаю, что я во время каких-то своих выездов в поля проверю его работу именно в полевых условиях, но это будет уже в другой раз, и об этом вы узнаете в другом видео. Ссылка на страницу с информацией об этом ретрансляторе есть в описании к видео. По этой же ссылке можно и приобрести такой ретранслятор. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что при покупке такого ретранслятора обязательно определитесь с частотным диапазоном и либо закажите настройку ретранслятора на нужные вам частоты, либо выберите готовый вариант, но именно с подходящими вам частотами, так как если вас частоты не устроят того ретранслятора, который вам уже пришел в посылке, то потом, чтобы поменять частоты, помимо того, что нужно будет скачать софт и перепрограммировать эти частоты, нужно будет еще настраивать дуплексный фильтр внутри этого ретранслятора, а чтобы настроить фильтр, нужно специальное оборудование. Просто так на слух вы его не настроите никогда. Нужен измеритель АЧХ или какой-то анализатор ВЧ-цепей. На этом мой рассказ о малогабаритном, мобильном, дуплексном ретрансляторе Retevis RT97 закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные системы радиосвязи и знайте, что ретранслятор очень сильно повышает качество связи в вашей сети радиосвязи.
Он позволяет услышать любому мобильному корреспонденту, любого другого мобильного корреспондента. Если у вас есть 10 мобильных станций, неважно, там автомобильных или переносных, и одна база, то обычно одна носимая станция, другую носимую могут слышать очень плохо или вообще не слышать. И только база их всех хорошо слышит, и они все слышат хорошо базу. При использовании ретранслятора дуплексного, полноценного, связь будет одинаковой практически между всеми корреспондентами. Все будут слышать всегда этот ретранслятор. Если кто-то достает до ретранслятора, то его уже, соответственно, слышат все остальные корреспонденты вашей сети, и это очень удобно. Здесь был Алексей Игонин. Подписывайтесь на мой канал. Также мой канал есть еще на Яндекс.Дзен и на Рутуб. Всем пока!